Говорит Москва. Красная площадь, дом 1. Мне нравится так начинать эту часть эфира, потому что мы в историческом музее. Здесь пространство за лентой. Обязательно приходите, увидите героев, почувствуйте атмосферу специальной военной операции. Здесь же мы встречаемся с людьми необычными. Вот есть такой человек, у которого могло быть в жизни все. И Лондон, и Нью-Йорк, лучшие танцевальные площадки мира. Человек, который хорошо знает Зеленского, но другого Зеленского. И по приглашению другого Зеленского много работал и работает. А сейчас простой крымчанин, где родился, правда, в Херсоне, там и пригодился, правда, в Севастополе. Настоящий прима, блестящий балерун, но теперь уже и руководитель Сергей Полунин. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Почему вы здесь? Ну, зачем? Ну, Бавария, вы же там прима, Лондон, ну, по характеру в 2012 году уже нет. Америка, любая практически танцевальная площадка была бы счастлива видеть такого выдающегося танцовщика в своих рядах. Вы пошли по пути довольно сложному. И я думаю, что многие коллеги не понимают, зачем такая ярая поддержка президента России, специальной военной операции. Еще как оплюхаемся в 33 года. Ну, вы-то раньше стали, но вот мне 33 года, а я руковожу всем в Севастополе, и театром, и школой, то есть академией. Это же воспринимается как вызов. Путь действительно тяжелый. Я сразу знал, что он тяжелее, чем тот путь, который мне предлагали в Америке и в Лондоне. Но главный, наверное, ответ — это совесть. Вот когда перед собой ты честен, когда ты делаешь в то, что ты веришь, и поддерживаешь то, что ты веришь, то совесть чиста и легко жить. Там пусть не так много денег, пусть иногда вообще без денег остаешься, вот, но когда ты перед собой честен, то, мне кажется, это правильный путь, и мне так жить легче. А где интереснее танцевать? Танцевать вообще по всему миру люди, да, есть и хорошие, и плохие, и зритель фантастически везде. Здесь всеобщая поддержка, наверное, у меня больше в России. Как-то с любовью больше относятся люди вообще, в принципе, там на улице, когда я там перелетаю с какого-то города в Москву, я замечаю отношения. Узнают? Узнают, да. Вот вчера буквально я вышел с одной встречи, ко мне женщина подходит, не здрасте, ничего, так просто на меня смотрит, говорит: ты Путина свел? Я говорю: нет. Она говорит: Сергей, говорит, мы с мужем так любим Путина. Говорит: молодец. И ушла. Вот, ну, такую любовь ты чувствуешь, и все-таки как бы... Сереж, а зачем татуировка с Путиным? Я это сделал поначалу чисто с человеческих побуждений, потому что в Лондоне настолько было нагнетание против России и самого человека, да, Владимира Путина, что мне его стало... как бы я почувствовал незаслуженность, как бы в этом неправду, наигранность какую-то, и мне его хотелось поддержать. У меня тогда было очень много сил, и я думал, сейчас набью Путина и возьму на себя какой-то негатив. Но оказался он сильнейший негатив, конечно, который сбивает тебя с ног. Но я действительно хоть какую-то часть на себя, энергии вот этой нехорошей взял на себя. Вот, но чисто вот я никому про нее не сказал. Я полгода ходил, никто про нее не знал. То есть я как бы сделал. Все запаниковали, кто со мной работал в Лондоне. Вот, но они ее скрывали долго, вот, пока я в Сербии там не станцевал, а потом в итоге в Севастополе. Ее увидели, вот, и после этого пошел запрет там, въезд на Украину. Несмотря на то, что у тебя герб Украины вытатуирован. Да, вот, ну, Украина на самом деле такая тяжелая для меня была страна. Меня Италия поддерживала, там Турция, Лондон, там Америка была более открыта. А Украина
То есть я ждал долго вот этого момента какого-то признания именно на Украине. И вот как только что-то там мне должны заслуженного были давать, но я как... Но это еще до 2012 года. До 14. До 2014 еще. 14-го, То есть да. до 12 ты же Но танцевал я- в Лондоне, то есть, по идее, они могли вполне тебе дать. Давали, уже 2 месяца оставалось. Вот. Там жена президента давала. Но я, когда тебе предлагают фильм, хороший фильм, но с каким-то уклоном, что идет коррупция там, с Донецка или чуть-чуть от русских, да, это заманчивое предложение, хороший сценарий, но ты не можешь через себя, то есть Ну, ты получить же- деньги, получить Да, славу, но ты же но потом... много снимался, у тебя там фильмография довольно большая. Да, хорошая, и, в принципе, очень, мной очень, на меня 3000 человек работало, то есть это очень большая такая команда. Сейчас боятся агентство. подходить с предложением. То есть Все Голливуд молчит. отказались, все артисты, во-первых, это самое жалкое, потому что для меня дружба артистов должна быть выше вообще всей политики, в принципе. Все такие, о, и даже про Китай, когда ты говоришь про Китай, они такие, ой, сейчас Индия, Китай, вот Не надо. как да? только политика встает против то, что они видят, они отказываются. Слабые? Некоторые действительно, я думаю, да, они не стоят на своих ногах, во-первых. Некоторые просто говорят, что Серега, у меня тут работа там, или еще что-то такое. Но действительно это из-за какой-то самоуверенности нет в людях. Вот, да, какая-то слабость присутствует. Ну смотри, но ты ведь трезуб не свел. Это же тоже позиция. То есть, если они тебя спрашивают, свел ли ты Путина, то можешь сказать в ответ, ребят, у меня и Путин есть, но вот у меня и герб есть. Не, я первый человек, если будет такая возможность за воссоединение, за улучшение отношений, но когда идет выбор, то есть я за правду, за какое-то добро, с моей точки зрения, то я как бы до конца с Россией. Сереж, а что тебе Россия? Ты родился на Украине, правильно? На Украине, но Ну, в Херсоне, ты же херсонский. в Херсоне, но чтобы Ты люди ру- понимали, в Херсоне ты это рус- русскоговорящие. Да-да, конечно, ну просто формально. То есть ты не в Советском Союзе родился, ты молодой. Ну, зацепил 2 Ну, года, так, но да, не да. помню уже. То есть ты жил существенной частью в Англии, за границей, там работал. То есть ты Россию ведь и не знал. Не знал. Не знал эту культуру. Ну, не знаю, какая-то вот любовь. И с детства, смотря на Владимира Владимировича, то есть я его любил. И понимал, когда про него что-то нехорошее говорили, даже в маленьком, там, в 12 лет, я так как бы про себя никогда вслух не говорил этого, но я думаю, вы что, не понимаете, что человек что-то хорошее пытается сделать? То есть это в нем нет как бы, То есть просто у негативного, тебя плохого. любовь в России абсолютно бескорыстная, потому что ты потерял существенно больше, чем мог бы просто занять позицию, Пока и тогда да, у тебя на данный все двери момент. были бы открыты. В данный момент, да, и иногда То есть это был расстраиваешься. не прагматичный выбор. Нет, это чисто для души, потому что вся моя команда, они западные люди. Или кто сделал выбор в пользу Запада. И были и русские, но которые сказали, вот я выбираю Лондон, как бы уезжаю. То есть они не настроены были быть за Россию совершенно. Прости, я плохо понимаю внутри балетной тусовки, кроме того, что это тяжелейшее. А почему небольшой? Почему не кировский? Почему не Мирович и Данченко, и Новосибирск, и теперь Севастополь? Ну, то, что я хочу эволюционировать всю индустрию балета. Для этого нужно создать конкурентоспособное что-то, чтобы, например, танцовщики зарабатывали больше, чем в Большом, и там, в Мариинском, и в Новосибирске, чтобы им там повышали зарплаты, чтобы было отношение лучше. Вот. Это само собой. Но тебя приглашали? Приглашают, и Большой до сих Мариинку. пор приглашают. То есть ты там работал? на этих Работал, сценах? да, и в Мариинском танцевал, и в Большом, и в Станиславском. То есть этот выбор есть, но для меня я уже этот какой-то отрезок жизни прошел, театральный, где там Жизель, Дон Кихот, Лебединых, там тысячи станцевал. И я хочу что-то новое создавать. Вот я Владимира Владимировича слышу всегда, он говорит, искусство должно соединять людей, да, вот улучшать отношения между странами. А почему не создавать такие спектакли и истории между разными странами, там Китая, России,
Индии, России, там, Мексики, России. И Ну, создавать вопрос в что-то. материале, то есть соединять можно, важно, должен быть материал, надо же, чтобы было. Да, да, ну придумывать вот в этом направлении, там артиста с Китая взять, который костюмы придумает, там артиста с России. Вот и есть это взаимная какая-то коллаборация. Не просто там свою культуру показать, там, а Китай свою. А еще что Меня создать. балетно чем восхищает, что они в реальной жизни. То есть все равно вот эта культура движения, это никуда не деться, это все остается. Это как в боевых искусствах, то есть ты должен в этом жить. Да. Тогда ты не легкостью устаешь. душа готов отхлопать антраша. Да. 4 часа протанцевать ты должен так и существовать, потому что То есть это тяжелая работа. тяжело, и люди не понимают, что на максимуме ты можешь 8-10 секунд продержаться. Вот 100-метровка почему? Мгм. Бегаю 100-метровку, потому что ты максимум 10 секунд на полной бежишь, а потом идет замедление какое-то. А балет — это вот на 1000% каждый момент ты должен вытянуть, выдержать. И из-за этого, конечно, ты устаешь, кислород не поступает, и ты уже теряешь сознание в какой-то момент, но борешься с самим собой. То есть, да, это тяжело, и ты еще это должен скрыть. Тебе сколько до пенсии? Долго, потому что 47 ты еще можешь танцевать хорошо. Но формально балетные уходят на пенсию в каком возрасте? Смотря какие, моя Плесецкая там и в 75 выходила, она но я перестала понимаю. работать. Вот Барышников до сих пор там, да, вот танцует, Но делает такие спектакли. же государственные, да, то есть возраст, в котором ты... Ну, то, что я слышал, 47 это еще на хорошем уровне, можно танцевать на таком же. Вот у Барышникова были лучшие в 43 выступления, 42. Ну, то есть приходит опыт, и на самом деле легче как-то танцевать. Потому что поначалу ты не знаешь, как контролировать. Ты выдался за 10 секунд, и все. Потом сражаешься с самим собой, а так становится легче. Сколько часов надо репетировать каждый день? Ну, в идеале часа 3, так, чтобы держаться на И каком-то сплошные уровне. ограничения. Ну, по идее какие-то, да. Но ты должен себя держать всегда. Вот, всегда в напряжении, и нету выходных. То есть я вот 20 лет, каждый день урок. Это и хорошо, потому что есть стержень. Вот я проснулся даже сегодня. То есть утренняя программа. Я все равно проснулся, позанимался час. Я все дома, там, у стула. Но кровь разогнал, и это мой стержень вот там, с 8 лет. Ну, до этого ты же гимнастикой занимался, хотел олимпийским чемпионом стать. Да, гимнастика. Стал? Ну, в балете. Ну, в чем спорт хорош, он дает тебе цель. И когда я пошел в искусство, да, в балет, что там нету, в принципе, такой цели, но я все равно хочу быть лучшим танцовщиком в мире. Вот цель поставил, а спорт, он дает вот это вот. Спорт дает, но просто там есть вот этот, там, условно, олимпийский чемпион. Вот ты в балете олимпийский чемпион? Вот как ты себя сам оценишь? Ты входишь, вот, там, не знаю, топ-10, топ-5 танцовщиков? По значимости, что я могу сделать, наверное, да. То есть я не сравниваю там пируэтов. Скромно здесь как раз не нужно. Это... Вот если я смогу помочь индустрии... Вот. Не, это же вопрос по гамбургскому счету. То есть смотрю и думаю, а я могу. Но это еще и здорово, что это искусство. Кому-то нравится там более резкое что-то, кому-то более мягкое, кому-то более живое, кому-то более там но холодное. Для тебя Барышников, да? То есть ты просто несколько раз... Ну и Владимир Васильев, вот эти два человека, по которым я учил. То есть Владимир Васильев по его мужскому танцу, да. А Барышников по технике. То есть я прям кадры останавливал, смотрел позиции. Зачем Донбасс? Ты сколько раз там уже был? Первый раз поехал. Первый раз, причем пытался до этого поехать, и всегда что-то не... И это судьба. Я не задумывал это специально. Вот думаю, если судьба туда заведет, и все получилось вот таким образом. То есть пригласила платформа «Ирия» сделать постановку с Тречинским монастырем про русский мир в Донбассе. Я там с ними станцевал. Где? В Донецком театре национальном. Вот был у них руководитель, я думаю, сейчас Писарев. Потом в Мариуполь поехал, посмотрел. Очень важно, мне кажется, каждому посетить этот город.
Вот, и потом меня друг Михаил Симонян пригласил в Луганск. Вот я должен уже был в Ростов ехать как раз вот в день, когда Пригожин пошел на Ростов, то я поехал в Луганск. Посетил раком больных детей, первый выпускной русский посетил, когда дети получали русский диплом. Что очень интересно, что они пели гимн русский и в это верили. То есть это показатель, мне кажется, что люди там в это верят, в русских верят. И потом я уже думал домой, самолета не было как добраться домой, и он мне говорит, поехали с ребятами пообщаемся на передовой. Было страшно, честно скажу, что это не прогулка такая в парке, это страшно, потому что снаряды летают, понимаешь, отпадает все лишнее, да, вот становится все просто. Жизнь, смерть, дружба. И послушать солдат, что для меня вообще сейчас основа какой-то жизни стала, потому что послушать, в чем они нуждаются. Они нуждаются в нашей поддержке. Они нуждаются... А ребятам что-нибудь показал? Не показал, они говорят, на гитаре можешь играть? Я говорю, не умею, говорят, а петь? Я говорю, нет. Но некоторые узнали, у некоторых жена на меня подписана. Ну и сказали, в следующий раз тогда станцуешь нам, когда приедешь. Ну так и надо было. Но мы приехали... Это важно. Мы попали к ним, когда только они вышли. Конечно, зато, понимаешь, это настолько сразу другая жизнь, встряхнул бы эмоцию. И очень много, конечно, эмоций негатива. Было даже опасно меня представлять, то есть опасно даже вот с гербом Украины, мне дали перчатки, то есть ничего не показывал. Потом я начал с ними разговаривать, и когда у них появляются улыбки на лице, когда они расслабляются, это для меня вот такая какая-то награда, что они начали улыбаться, что они поблагодарили и сказали, ты первый, кто к нам приехал. Вот, я просто осознал, насколько губернаторы вообще важны, правильны. Потому что от губернатора зависит, доезжает до них та помощь или нет. Это прям вот важнейший элемент. А в каком месте ты был непосредственно? Мне не говорили какие-то села. Вот мы проезжали Северодонецк, вот туда под Бахмут куда-то. Там 2 километра было где-то до самого передка. 500 метров мы уже не поехали, меня не пустили, потому что там уже слишком опасно. Но я еще... Брони, каска, то есть все нормально? Я снял каску, потому что ребята были без броников. И я думаю, не выйду как полностью только в защите, потому что они просто в футболках. Ну, снаряды летали, и я побывал в командном пункте, послушал вот эти эмоции, сложнейшие эмоции, когда командир хочет помочь ребятам максимально сделать, пропадает связь, пропадает возможность. Ты не слышал никогда в жизни? Да не мата, просто эмоции настоящие, когда командир ходит, курит, там орут люди, да, вот он уже не знает, что делать, вот эти вот настоящие эмоции. Я говорю, у вас такая, говорю, работа. Он говорит, мне бы поспать, говорит, 2 часа в день сплю, просто поспать. Вот, но я еще услышал, что им нужно, там, тепловизоры, да, когда ребята не видят в темноте, когда к ним вплотную подходят, да, стреляют, они их не видят, потому что ночь в Украине темная, там вот, их не видят просто, вот, птички над ними висят 24 часа, они могут сбить, то есть рэп-защита. И очень важно, все говорили про воду. То есть один парень говорит, у нас было 1 литр воды на 3 дня, на 15 человек. И важно найти способ, как бы им туда доставлять, конечно, в окопы воду, потому что они говорят, галлюцинации начинаются. Говорит, я уже, говорит, отключался, воды нет. Говорит, надо будет узнать, что это за подразделение, поможем. И говорит, мне кажется, что я пью воду, говорит, открываю глаза, воды нет. То есть и вот мы несколько отрядов, и вот все говорили про воду, что нету в окопах воды, раненым еще больше нужно воды. То есть, он говорит, у нас 1 литр. Ну, то есть настоящие эмоции, настоящая жизнь. Настоящий, да, говорит, дождь пьем. Еще поедешь? Да, потому что начинается ломка. Мне сказали, начнется ломка, потому что когда ты нужен где-то, а ты нужен там и мирному населению. Мы пообщались, просто подошли к 2 бабушкам в Мариуполе.
Они говорят, озеленяют город, говорит, восстанавливают. Тут они только вернулись, говорит, не хватает. Они не знали, кто мы, что. Говорит, не хватает, говорит, представлений, шоу. То есть людям нужно все-таки... Это разрядка, вот эти эмоции. Они говорят, что? они прям вот сказали самое, что не хватает, это вот... Так что искусство. положительные эмоции, я думаю, искусство ты им обеспечишь. Сереж, а ты в России заслуженный, народный? Нет, тут так принято, что ты должен сам подаваться. То есть я вот... я Так, такой, обращаюсь к тем, от у кого кого- это зависит. Сделайте, пожалуйста, Да не-не-не-не. правильные выводы. Скромность, она украшает, ну и звание тоже помогает в жизни. Сергей Полунин был у нас в эфире. я ваш фанат, прям я вас каждый вечер смотрю, поэтому я смущаюсь, стою. Спасибо большое. Да прекращайте, И- приходите к нам почаще в эфир. Потому что мне что нравится, что максимально близко то, что я увидел там, вот максимально близко на Соловьев Лайв и на Россия-1, максимально близко к этому рассказывайте. А мы же просто берем и показываем.